Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу предложить вам очень оригинальный рецепт приготовления блинчиков. И готовить мы их будем в горошек. Они очень получаются романтичные, красивые. Одним словом, давайте готовить. Щепотку соли, у меня 1/4 чайной ложки. 3 столовые ложки сахара без горки, чтобы колер красивый был у блинчиков. Сюда же добавляю 1/4 чайной ложки ванильного сахара. Эти блинчики получаются очень тоненькие. Их можно использовать для начинения. Поэтому, если у вас соленая начинка, то вы ванилин не добавляете. И сейчас все хорошо смешиваем до однородности. У меня 500 мл теплого молока. Добавляем половину. Соблюдайте эту последовательность. Снова все хорошо смешиваем. И сейчас сюда добавляем муку. Молока у меня 500 мл. Муку тоже всю сразу не добавляем. Смешиваем. Здесь у меня муки 280 грамм. И сейчас мы смешиваем до однородности. Должна получиться вязкая, густая масса. Собираем все с краев, со дна. Вот такая однородная масса у нас должна получиться. Видите, какая тягучая. Добавляем остальное молоко. И смешиваем до однородности. Проходимся хорошо по дну. Масса должна быть однородная. Сейчас мы ей дадим отдохнуть. Накроем пленочкой, либо крышкой, либо полотенцем. Минут 20. А потом будем добавлять растительное масло и кипяток. Так, чтобы воздух не попадал. Видите, тесто отдохнуло. Оно стало гуще. Клейковина муки набухла. И уже практически комочков нету. И сейчас сюда добавляем растительное масло и кипяток. Одной рукой добавляем кипяток крутой. У меня емкость 250 мл. Струйкой вливаем. И все хорошо смешиваем. Все вот так хорошо половничком еще проходимся. Некоторую часть переливаем в отдельную емкость. Будем смешивать с какао. Вот посмотрите, у вас должна быть вот так. Видите? Не сильно густое тесто, но и не совсем жидкое. Какао будем пропускать через сито. 1 чайную ложку добавляем какао и помогаем лопаткой. Какао комкается и очень хорошо берет влагу, как и мука. Поэтому обязательно просеиваем. Готово. И все смешиваем. Если у вас слишком светлая масса получается, добавьте какао еще. Мне нравится потемней, поэтому я добавляю еще 1 чайную ложку. И все хорошо смешиваем. На 2 половника 2 чайные ложки. Больше не ложите, будет горчить. А также добавляем 1 чайную ложку муки. Это секретный ингредиент, чтобы наши крапушки держали немножко форму. И тоже все хорошо смешиваем. Лопаткой проходимся по краям, вот так, по бокам. Все нужно, чтобы промешано было. Все, готово. Переливаем вот в такую бутылочку, чтобы нам удобно было горошек высаживать на сковороду. Закрываем крышечку. Все у нас готово. Обязательно прокручиваем перед тем, как будем готовить блины. Тесто нужно вот так половником прокрутить. Идем готовить. Вот посмотрите, у меня огонь чуть ниже среднего. Хорошенечко прокаливаем сковородку. Немножко добавляем растительного масла. И вот так по сковородочке. Не должно быть много масла. Так, чтобы ваши капельки зафиксировались. Я покажу вам 2 способа. И вот сейчас выливаем капельки. Какие вам нравятся? Маленькие, большие, средние.
Они очень красиво смотрятся. Любым удобным вам способом вы можете это делать. Они будут очень яркие и красивые. Как раз они должны зафиксироваться. Вот в таком хаотичном порядке. И сейчас выливаем блинчик. Не забываем, что нужно обязательно смешивать тесто перед тем, как выливаем блинчик. Каждая капелька у вас должна зафиксироваться. И обычным способом, как мы с вами разливаем блинчики, делаем это вот так смело. Если где-то не хватает, чтобы блинчик не был толстым, вот так слегка половничком. И сейчас вот ложечку чайную берем, масло, что есть на этой ложечке, вот так проходимся по краю. Этого достаточно. Обжариваем буквально секунд 20. У нас, видите, уже края подсохли, они уже поджарились, можно сказать. Вообще блинчики на молотке, блинчики на кипятке, на молоке горячем получаются изумительные. Обратную сторону долго не прожариваем, буквально 6-10 секунд. И выкладываем на тарелочку. Буквально секунд 20, и они уже готовы. Они с обратной стороны тоже очень красивые. Блинчики неприхотливые, жарятся прекрасно. Хоть на эту, хоть на ту. Если вы их подаете как самодостаточные блины, то их подавайте вот на эту песочную сторону. Очень красиво. Сильно не зажаривайте. Ничем их смазывать не нужно. Даем немножко, буквально секунд 5-10, прокалиться снова на огне. И уже начинаем наши процедуры. Все легко и просто. Обязательно нужно дать, чтобы капельки хорошо схватились, иначе у вас размажется рисунок и не будет так красиво. И вот сюда прям просится. Убедились, что у нас все схватилось. И разливаем блинчик. И прокатываем до конца. Масла много здесь абсолютно не нужно. Вот что на ложечке есть у вас. Так, чтобы дырочек не было. Все, что стекает с ложечки, этого достаточно. Я вам показываю второй вариант. Масло сразу сначала лить не нужно. Огонь такой вот, чуть ниже среднего. И вот у меня капаем, просто капаем, если вы хотите в мелкие. Очень красиво. Пусть немножко подсохнут капли. И заливаем блинчик. Где не хватает, прокатываем. Немножко добавляем. И вот так половничком. Блинчики очень красивые получаются. Посмотрите, какая красота. И также можно блинчики темные сделать со светлыми крапушками. Крапушки можно красные, зеленые, какие хотите, под настроение. Дадим подсохнуть. Так, чтобы у нас не было разводами, вам не нужно в самом начале подливать растительное масло. В противном случае вы блинчик вылейте, и оно просто у вас потянет за собой все капли, и, конечно же, у вас не получится вот красивого блина. Обязательно смешиваем перед тем, как. Вот прекрасно они схватились. Тесто не должно быть сильно густым. В противном случае блинчик не получится. И чтобы толстого наслоения не было, прогоняем по всему блинчику. Посмотрите, какой красивый.
И с такими блинами любую начинку. Просто красота. Выкладываем на тарелку. Вот видите, они прихватились, они стали глянцевые, прихватились. Если вы не дадите им прихватиться, у вас весь блинчик будет разводом. Поэтому дайте прихватиться. Смешиваем тесто. Мука оседает на дне миски, поэтому обязательно нужно смешивать. Сильно не нужно жарить с одной стороны. Вот слегка зацепились краешки, и все уже. Блинчики очень легко переворачиваются, очень легко выпекаются. Получатся они даже у новичка. И вот буквально 10 секунд. Все, готово. Особенно если у вас для начинения, то дольше даже и не надо. Готово. У блинчиков краешки суховатые, поэтому я их накрываю вот такой объемной крышкой и дам им 10-15 минут отдохнуть. Посмотрите, какие у нас блинчики получились. Просто изумительные, красивые, просто обалденные. Посмотрите, какая красота. Тоненькие, нежные. Посмотрите, для начинения, для торта блинного просто изумительные. И с той стороны красивые, посмотрите, они. И с этой стороны красивые, яркие. Вот посмотрите, какие эластичные. У меня получилось 11 блинчиков. Здесь я напекла двойную порцию. И вот так красиво складываем. Итак, дорогие друзья, блинчики наши готовы. Они получились очень оригинальные, вкусные. Всем однозначно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Таким рецептом вы точно удивите своих гостей. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваши лайки и подписка помогают процветанию канала. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.